А сейчас мы будем рисовать вот такие вот глаза. Я специально выбрал такую картинку, чтобы глаза были немного с поворотом и немного под наклоном. Значит, здесь у нас, как обычно, сначала мы провели параллельную линию, на которой будут располагаться наши глаза, с линией, на которой будут располагаться глаза. Она параллельно наклонной линии, как на фотографии. А затем рисую глаз. Причем не просто рисую по принципу «я так вижу», а очень точно срисовываю, как на фотографии. Мы рисуем реалистичные портреты, соответственно, мы все должны делать, как на фотографии. Ничего не нужно выдумывать. Я обращаю внимание на все линии, на линии изгиба сверху, снизу, где нижнее веко. Вот это пустое место слева от зрачка по размеру относительно самого зрачка. Все должно соответствовать как на оригинале, как на фотографии. То есть сейчас я рисую разрез глаз и то, что находится внутри него. Очень тщательно. Стараюсь без погрешности. После разреза глаз можно выходить уже за его пределы и там немножко порисовать. И все, что мы рисуем за его пределами, мы уже отталкиваемся от того, что разрез глаз у нас нарисован правильно, без спешки. А правильно я имею в виду точно так же, как и на фотографии. Все пропорции относительно друг друга должны соответствовать. Вот здесь, видите, я отступил место, где у нас висок проходит, косточка. Оно примерно такое же, как расстояние между зрачком и краем глаза. То есть, где у нас белок находится. Точно такое же там получилось расстояние, и уже можно провести эту линию. Вот так рисуйте все. Все относительно друг друга должно быть пропорционально. На фотографии я измерил расстояние от второго глаза до первого. И оно оказалось точно таким же, вот как расстояние первого глаза. Теперь расстояние второго глаза я тоже также измерил. И оно оказалось чуть больше. Точно такое же расстояние я перенес. Придерживаюсь рисовать на той же оси, которую мы сразу задали в начале рисования. Вот эта ось наклона, вот низ глаза относительно этой оси, если приложить карандаш к фотографии, получается вот в этом месте. Когда будете рисовать глаза с каких-нибудь других фотографий, тоже так же меряйте, тоже измеряйте. Все измеряется. Пусть не в сантиметрах, не в миллиметрах или в каких-то других единицах измерения. Все относительно друг друга измеряется. Расстояние от глаза до глаза, например, равно глазу, который вы уже нарисовали. Расстояние от глазницы, от слизницы глаза до зрачка такой же, как зрачок. Это видно даже невооруженным глазом. Вот и рисуем точно так же.
брови и все остальные объекты, которые нужно будет рисовать на портрете, точно так же относительно друг друга находятся на каком-то расстоянии. Особенно это легко сделать, если рисовать рядом, вот как брови с глазами. Основные дуги бровей или какие-то кривые, они должны быть, если можно так сказать, параллельно. То есть надо смотреть вот эту параллельность, как на фотографии. Угол ихнего наклона. Ну, сейчас немножечко подготовлю для прорисовочки. И еще немного, и можно будет раскрашивать. Все вот эти расстояния нужно еще перед тем, как раскрашивать, проверить. Контрольную проверочку нужно сделать. Ну а теперь раскрашиваем. Рекомендую раскрашивать глаза от зрачков, потому что вокруг них все строилось при рисовании наброска, эскиза. Точно так же, как это помогало сориентироваться при рисовании линейного рисунка, точно так же это будет помогать и при раскрашивании. Каждый раз я повторяю, что нужно идти от темного к светлому. Я все время буду это повторять, чтобы это осталось, отложилось, вросло, так сказать, в мышечную память. Это всегда помогает видеть целое. Видите, я даже, в принципе, можно было раскрасить полностью один глаз, но если раскрашивать поэтапно одновременно оба глаза, то это очень сильно корректирует, очень сильно помогает видеть целое. Вообще в реалистичном рисунке самое главное, чтобы все детали подчинялись целому. Это самое главное. Когда вы увлекаетесь прорисовкой какого-то отдельно взятого объекта, вы можете делать какие-то погрешности, если не смотреть на соседние объекты. Обычно у начинающих художников вот эти вот углы, внутренние углы глаз, которые называют слизные каналы, они частенько друг от друга пляшут то выше, то ниже. Вот за этим нужно всегда смотреть, за осью, на которой находятся оба глаза. Они же взаимодействуют, они же как одно целое работают, просто находятся в отдельных местах.
Здесь я использую такой удобный способ, когда загружаю кисточку для самых-самых темных мест, и по мере того, когда кисточка разгружается, уже начинает рисовать более светло, и я этот момент тоже не упускаю и раскрашу более светлые участки. Хотя правило идти от темного к светлому, оно, конечно, есть, но здесь, в принципе, одно другому не мешает. Ну вот, собственно, самый первый этап нашего раскрашивания подходит к концу. Это будет как бы первый слой, подложка под следующий слой, более точная прорисовка. На этом этапе, вот на том, котором мы сейчас работаем, нам нужно сразу подготовить светотень, чтобы у нас основные участки вокруг глаз, между ними должны уже соответствовать полностью фотографии. Ну, разве что после нуждаться в каких-то корректировках, которые можно сделать и в конце рисования. Вот. Но сейчас нам нужно задать тон. После того, как мы его зададим, мы будем делать прорисовку. Наоборот, не советую делать, потому что когда мы задаем тон, наши темные участки немножечко растягиваются по бумаге, краска растягивается по бумаге, и они немножечко светлеют. Поэтому если мы сейчас нарисуем такие ярко выраженные реснички, мы их немножко высветлим, и они не будут такие выразительные, поэтому нет смысла их делать на этом этапе. Это первое. А второе, на этом этапе лучше сделать сначала светотени все и работать в целом со всем, что мы видим, со всем лицом, ну если бы это был полностью портрет. Вот. И таким образом у нас уже будет все подчинено целому. То есть сейчас думаем о том, чтобы наши светотени соответствовали целой картинке. А потом уже можно увлекаться по отдельности, каждым глазом, разрисовывать реснички, прорисовывать зрачки, блики, получать от этого удовольствие, не боясь того, что мы потеряем целое.
Когда начинается этап прорисовки, картинка сразу оживает. Чем качественнее мы сделаем предыдущий этап, тем лучше мы подготовим площадку для работы к следующему этапу. Ну, соответственно, и так с каждым этапом. И это залог успеха, залог качества, залог красивого портрета. То есть все нужно разбить, большое такое, страшное, непонятное, нужно разбить на много этапов, и все станет совсем не страшным и очень понятным. Сначала мы рисуем эскиз, линейный рисунок, потом у нас первичное такое раскрашивание, потом мы задаем тон, общую тональность всего портрета, если это портрет. Потом мы начинаем делать прорисовку. На предыдущем этапе, но когда мы делаем всю тональность, вот там нужно соблюсти все правила светотени. По сути, ничего сложного в этом нету. Нужно просто иметь понимание, откуда падает свет и, соответственно, куда он бросает тени от объектов. И потом просто нужно делать все как на фотографии, если мы рисуем реалистичный портрет с фотографии. Соответственно, если мы рисуем с натуры, правила те же самые. Потом у нас идет прорисовка. После прорисовки у нас идет корректировка светотеней, потому что где-то что-то стало ярче выглядеть, где-то что-то стало темнее, соответственно, возможно, где-то придется добавить общих теней на больших участках между нашими глазами, носом и ртом, например. Вот. Этот момент нужно скорректировать, и потом еще так называемая мною контрольная прорисовка, когда мы все недочеты устраняем и все эффекты подчеркиваем. Реснички, конечно же, я рисую не какой-то там сухой кистью, а, можно сказать, мокрой кистью, когда я смачиваю кончик в масле, и потом кончик кисточки, смоченной в масле, я набираю уже краску, пробую на палитре, как краска пишет, тут она уже не рисует, как-то там не растирается, не тушует, а именно пишет, как ручка перьевая тушью. Ничего страшного, если у нас бумага пропитается. Нужно, конечно, чтобы она у нас только рисовала краской, никакого масла не оставляла.
Все эти нюансы нужно решать на бумаге, которую вы приклеили к палитре, чтобы на изделии, на портрете уже никаких вот этих пятен, еще чего-то не было. Хотя вот в этих местах всегда с обратной стороны листа, там где мы рисуем глаза, где у нас краска такая жирная, всегда с обратной стороны есть такие пропитанные пятна, но на лицевой стороне никогда ничего нет, никаких следов. Если уж совсем, конечно, не сделать кляксу масляную. Кстати, вот эти вот волоски мелкие, их можно, если мы вот рисуем ресницы таким прям черным, ярко выраженным цветом, а нам нужны такие же тоненькие волоски, но светлые, нужно протереть кисточку ветошью, и когда на ней будет мало краски, смочить ее в масле и попробовать провести линию. Посмотрите, она будет немножко светлее, где-то в середине диапазона от совсем светлой до совсем черной. И возможно вам такой цвет краски, если можно так сказать, как раз подходит. Попробуйте сделать так. Абсолютно то же самое проделываем со вторым глазом и бровью. Почаще смотрим на фотографию. В данном случае на видео фотография очень удобно расположена, и можно смотреть и учиться, как это делается в удобном, так сказать, положении. Но когда вы в реальности будете рисовать, фотография будет находиться где-нибудь слева, если вы правша, и где-нибудь справа, если вы левша. Скорее всего, иначе вам неудобно будет. Вот. И могу дать совет, чем ближе фотография к вашему листу, на котором вы рисуете, тем легче срисовывать. На больших портретах уже этот момент, как говорится, усложняется. В любом случае приходится не просто работать поворотом глаз, а уже головы придется покрутить. Немножко сбивает с толку и сбивает концентрацию внимания. Это мышца, которая, в принципе, тренируется. Портрет за портретом, и все будет лучше, лучше и лучше. Конечно, можно сказать, что всю жизнь будете рисовать, всю жизнь будете учиться, но я могу точно сказать, что 10-й портрет ваш будет гораздо лучше первого, и равно 100-й портрет будет гораздо лучше вашего 10-го портрета. Каждый раз критикуйте себя, отходите, придирайтесь. Это и будет двигателем вашего развития. Не ленитесь. Старайтесь находить изъяны, недостатки
И с каждым портретом у вас будет качество повышаться, буквально с каждым портретом. Все ошибки, которые вы делаете и замечаете, не пропускайте их, обращайте на них внимание, анализируйте, потратьте на это какое-то время, чтобы вам это запомнилось, чтобы вы больше не повторяли эти ошибки. Самое главное нужно рисовать, самое главное в реалистичном портрете, в реалистичном рисунке, неважно, портрет это или натюрморт, нужно делать все как на фотографии, если мы рисуем с фотографии. Или все как если мы рисуем с натуры, то все должно быть точно так же. Не надо фантазировать, не надо искажать линии. Проводите точные измерения и делайте точные рисунки. Ну вот, собственно, наши глаза нарисованы, вцепились в нас взглядом и не отпускают. Очень красивые глаза. Какие-то там еще у нас мелочи осталось дорисовать. И, собственно, все. Сейчас мы видим фотографию законченного рисунка. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем уроке.